меня зовут Катя. Сегодня я хочу записать видео с ценами на жилье в Сингапуре. Будет это происходить таким образом, что мы будем гулять, и я просто буду показывать здания и ниже потом показывать стоимость данных зданий. Точнее, стоимость аренды квартир в данных зданиях, какие есть планировки и что вообще входит в стоимость, какие у них есть как бы плюсы и минусы. Поехали. Ну, начнем. Район, с которого мы начинаем, это Рио Валли. Он довольно популярный среди экспатов. Кондо, которое я только что показала, это наш кондо, в котором мы живем. Данный район характеризуется тем, что он очень популярный среди экспатов, как я уже сказала, и, соответственно, он довольно недешевый. Здесь очень плотно расположены дома между собой, но тем не менее здесь нет такого, что как-то очень шумное. Как вы видите, здесь мало машин. Есть, конечно, разные улицы этого района, но мы живем на довольно спокойной улице, например. В Сингапуре еще есть такие здания, как за мной. Это шикарные двухэтажные квартиры, которые находятся в данном здании. В основном в данных квартирах проживают довольно люди с довольно высокой позиции, например, какие-то директора и так далее, так как аренда здесь довольно высокая, от 16 тысяч сингапурских долларов и выше. Здесь так, что одна квартира или две на целый этаж, и у них есть собственный лифт, который выходит в квартире. И условия, конечно, шикарные. И такие дома это не редко в Сингапуре тоже. Так выглядят новые дома в Сингапуре. Этот дом открыли довольно недавно. Как можно видеть, точнее, наверное, не очень видно, но я знаю, что этот дом довольно медленно заселяется. Ну вот. А за ним сразу, вот здесь вот, это тот дом, который рассказывала за двухэтажные квартиры с собственным лифтом. Вот так он вот выглядит. Ну, а через дорогу можно видеть старое кондо. Оно строилось, мне кажется, в годах 60-х. Я не уверена точно. Но можно видеть, что разница как бы есть в постройке. И таких домов тоже довольно много. Я уже говорила много раз, что Сингапур очень зеленый город. Как вы можете видеть, везде есть зелень, везде есть деревья. То есть везде в самих кондо тоже есть деревья, зелень. Это мне так нравится, это так классно, что даже строятся такие вот большие дома высокие, но при этом они не забывают о том, что нужно сделать что-то зеленое, чтобы эта зелень радовала глаз.
Так выглядит въезд в кондо. Очень прикольно. Мне очень нравится. А за ним находится здание. Тоже довольно интересные квартиры в нем. По-моему, там одна или два квартиры на один этаж. Baba. Save me, save me. В каждом доме, вон, есть такие будки security. То есть на территорию дома как бы не может войти кто-либо. Нужно как бы всегда регистрироваться у них. Вот они еще такие вот. Ну и, соответственно, въехать тоже не может каждый. Строят новую ветку метро. Планируется, по-моему, окончание строения в 2020 году. Для тех, кто планирует переезд в Сингапур, очень советую взять во внимание данный факт, что в Сингапуре очень много в процессе постройки. И если взять, например, в аренду до того, как ветка откроется, будет значительно ниже цена. Здесь дома у реки, и внешне, может быть, они не особо нравятся. Но фишка в том, что чем старше дом, тем больше квартира. И мне, на самом деле, интересно узнать, сколько здесь стоят квартиры. У реки, на самом деле, так хорошо. Здесь такой ветерок веет, и намного приятнее ходить гулять, чем просто по Сингапуру. Поэтому, мне кажется, жить у реки на самом деле классно. Еще здесь классно бегать. Здесь очень много людей утром бегают. А если вздłuж реки пробежать туда-обратно, это будет как раз 6 километров, что довольно такая хорошая дистанция. Очень много строится новых домов.
можно видеть спереди. Наш тур подошел к концу. Мне на самом деле самой очень интересно, что из этого получится. Мне всегда хотелось посмотреть, как выглядит внутри здания, потому что когда ты идешь, внешне одно, а внутри другое. И всегда мне интересно было, какая стоимость квартир и так далее. В Сингапуре это все возможно, в Сингапуре это возможно все проверить, и это очень интересно. Надеюсь, вам это тоже было полезно. Ну, а для тех, кто собирается переезжать в Сингапур, думаю, будет тоже полезно. Все квартиры, которые я показывала, все находятся в районе Рива-Вали, то есть только часть района, это не весь Сингапур. Но, тем не менее, это хороший такой ориентир вообще, какие цены в Сингапуре. Спасибо за просмотр и всем хорошего дня.